Здравствуй, дорогой зритель, ты на канале Lazarus Gaming, и это завершающее видео по Assassin's Creed 4 Черный флаг. Сегодня я, как обычно, расскажу, как пройти игру на 100% синхронизации, расскажу, почему собрать все оружие в лицензионной версии игры сегодня нельзя, но, если очень захотеть, то можно, расскажу вообще про весь контент в игре и где его достать, о том, какие трудности и баги мне встретились на пути получения 100% во всех аспектах игры, а также почему на это может понадобиться целых 30 дней. Если вы где-то в игре не смогли сделать 100%, то в этом видео вы найдете все ответы. Такого контента еще не было на YouTube, поэтому смотрите видео до конца. Итак, начинаем! Чтобы добиться синхронизации на 100% в прогрессе, вам нужно пройти перечисленные далее задания с 100% синхронизацией. 13 сюжетных последовательностей, 4 задания охоты на тамплиеров. Видео с прохождением есть на канале. 30 контрактов на убийство. Простые задания, где вам дают убить цель. Если в нем есть условие убить скрытно, вы получите дополнительные деньги. 15 морских контрактов. Те же простые задания, только на море. Далее вам надо собрать все коллекции, а именно сундуки, шанти, фрагменты анимуса и тайны. В тайны входят рукописи, письма, карты сокровищ. Иными словами, вам надо закрасить все места в золотой цвет на карте. Также вам надо вручную подплывать к островам и собирать все сундуки, фрагменты анимуса и тайны. Захватить все 10 фортов. Открыть все точки обзора, всего их 58. Собрать 16 стел майя, открыть 8 таверн. Для этого смотрите, на каких островах есть значок таверн. Потом ищите их на самом острове. Там вам надо подраться с пинчугами для того, чтобы открыть ее. Потопить 4 легендарных корабля. Видео убийства есть на канале. Выкопать 22 зарытых сокровища, найдя карты сокровищ, которых тоже 22. На самом деле их 23, но одна не влияет на прогресс и является ULC, а полностью Unlockable Content, что в переводе означает разблокируемый контент. Далее расскажу подробнее. Итак, обыскав всю карту и собрав все, вы увидите, что вам не хватает 3 сокровища. Остальные 3 карты вы можете получить с заданий флота Кенуэя. У вас должна быть лицензия, потому что это отдельный онлайн-сервис. Задания, за которые вы получите карты, называются пустынные погреба, скарлатина и отличная репутация 2. Ссылку на расположение всех карт и награды за них оставлю в описании. В игре есть дополнительный контент ULC. Это 3 острова с уникальным лутом. Это остров Сакрифисиус, остров Тайны и Черный остров. Также обладателям делюкс издания доступно прохождение за Авелину. А еще есть DLC Крик Свободы, который более подробно мы рассмотрим дальше. Прохождение всего дополнительного контента есть на канале. Получив заветные 100% датчики прогресса, переходим к другим разделам. Улучшение галки. Вам нужно полностью улучшить галку, придется собрать все ресурсы и скопить денег. А на последнее улучшение еще и найти чертежи с карт сокровищ. Если у вас куплен набор экономия времени и технологий или Season Pass, в который он входит, то улучшение можно сделать без чертежей. В конце концов, ваш корабль должен оказаться с черным корпусом и золотыми пушками. Внешний вид галки. Здесь собраны все паруса, рули и носовые фигуры галки. На цифру 100% датчики галки это не влияет, но если вы хотите собрать все, я расскажу, как это сделать. Носовая фигура галки дается изначально. Носовая фигура овна, феникса, русалки и горгулии. Можно купить в магазине. Носовая фигура змея. В магазине при условии чертежа склада. Носовая фигура Эль Импалута. Дается за испытание сообщества и более недоступна для получения, как и другие вещи далее за испытание сообщества, так как испытания больше не проводятся и поддержка Ubisoft вам не поможет. Способ, как получить такие предметы, расскажу далее. Носовая фигура мести королевы Анны. В магазине при условии чертежа склада. Носовая фигура бродяги. За выполнение 7 морских контрактов. Носовая фигура королевской удачи. За задание флота Кенуэя поклон родине в северо-западной Европе. Носовая фигура Аквилы. За разграбление 3 королевских конвоев. Это сетевое событие, о них расскажу далее. Носовая фигура черного корабля. Можно достать из сундука на Черном острове. Носовая фигура мести. Можно достать из сундука на острове Тайны. Носовая фигура Авелина. Будет изначально у обладателей делюкс издания. Носовая фигура Альтаира и Эцио. Будет изначально у обладателей ULC крестоносицы Флорентиец. Особая носовая фигура. Разблокируется в Uplay за 40 юнитов. Носовая фигура корабля смерти. Будет изначально у обладателей ULC корабль смерти. Носовая фигура Кракена. Будет изначально у тех, кто купил Season Pass. Носовая фигура Уилкинсон. Будет у тех, кто покупал коллекционные издания Black Chest Edition. Насколько знаю, недоступно РУ игрокам, ибо продавалось только на Западе. Штурвал галки. Дается изначально. Бронзовый штурвал, штурвал цветок, штурвал феникса, штурвал ока моря приобретаются в магазине. Штурвал из черного дерева. В магазине при условии чертежа склада. Штурвал Эль Импалута. Дается за испытание сообществ. Штурвал Аквилы. В магазине при условии чертежа склада. Позолоченный штурвал. В награду за миссию флота Кенуэя вне закона 3 в Южной Атлантике. Штурвал мести королевы Анны. За 7 заданий морских контрактов.
Серебряный штурвал. ULC сундук Deluxe версии на Cat-Island. Костяной штурвал. ULC сундук Deluxe версии в Гаване в порту. Особый штурвал. Разблокируется в Uplay за 40 юнитов. Штурвал корабля смерти. Будет изначально у обладателей ULC корабль смерти. Штурвал Кракена. Будет изначально у тех, кто купил Season Pass. Белые паруса даются изначально. Алые паруса, паруса с красными полосами, изорванные и кожаные паруса покупаются в магазине. Цветочные паруса в магазине при условии чертежа склада. Черно-красные паруса даются за испытание сообщества. Серые паруса в магазине при условии чертежа склада. Паруса с ромбами даются за миссию флота Кенуя, пропавшей экспедиции 1 в Восточной Канаде. Золотые паруса за выполнение 15 морских контрактов. Паруса мести королевы Анны, паруса королевской удачи и паруса Бенджамина. Нужен цифровой ключ, который идет вместе с фигуркой черной бороды. Вряд ли сейчас этот ключ можно найти, но если найдете, то получить их можно из сундуков в сокровищнице на Большом Минагуа. Паруса Аквилы. Нужен цифровой ключ, который идет вместе с фигуркой Эдварда Кенуэя. Этот ключ вы тоже вряд ли сейчас найдете, но паруса лежат там же в сокровищнице. Паруса черного корабля. Можно достать из сундука на Черном острове. Паруса мести. Можно достать из сундука на острове Тайны. Элитные паруса в Uplay за 40 юнитов. Паруса Альтаира и Эцо. Будет изначально у обладателей ULC крестоносец Флорентиец. Паруса корабля смерти. Будет изначально у обладателей ULC корабль смерти. Паруса с Кракеном. Будет изначально у обладателей Season Pass. Паруса с черным черепом. Истинные паруса Галки. Ранее выдавались тем, кто достиг уровня 3 на сайте Initiatus. Более недоступен в игре, так как сайт Initiatus больше не работает. Кровавые паруса. Тоже выдавались за 3 уровень на сайте Initiatus. Также за 3 уровень на сайте выдавалась Shanty The Maid of Amsterdam. Она не влияет на 100% в базе данных. Вот отрывок звучания из пиратской версии. Далее идут улучшения Эдварда. Клинки всего 21 штука. Офицерские шпаги даются изначально. Английские палаши покупаются в первой части по сюжету. Испанские рапиры с гардой, французские шпаги, эспады, каперские палаши, палаши английских колонистов, пиратские скимитары, французские рапиры и офицерские рапиры покупаются в магазине. Клинки с пистолетами за 30 контрактов на убийство. Одни из лучших по параметрам в игре, но иногда имеют долгую анимацию. Если вам это не нравится, используйте офицерские рапиры. Но эти клинки не отображаются на стенде в подземелье, в отличие от рапир. Шотландские палаши. За обнаружение 3 общих сетевых сокровищ. Пара золотых клинков. ULC контент входит в делюкс-версию игры, найти его можно в Флориде, не влияет на 100%. Палаши капитана Дрейка. Из сундука на острове Сакрифисиос. Личные клинки Эдварда Кенуэя. За цифровой ключ с фигуркой Кенуэя. В начале игры у вас уже будет карта сокровищ, ведущая на Большой Инагуа, та самая 23-я. Вам нужно прийти в данное место и выкопать клад. Получите 4000 реалов и сами клинки. На получение 100% в оружии не влияют. Немецкие рапиры. ULC контент входит в делюкс-версию игры, найти можно на Crooked Island, не влияет на 100%. Персидские скимитары. За испытание сообщества. Пара тесаков. Будет у тех, кто покупал коллекционные издания Black Chest Edition. Так же, как и фигурка Уилкинсона, недоступна ру игрокам. Также не влияет на получение 100% оружия. Талецкие клинки. Разблокируются в Uplay за 30 юнитов. Сабли Альтаира и Эцо. Обладатели ULC крестоносцы Флорентиец. Переходим к пистолетам, всего их 9 штук. Обычные кремниевые пистолеты, даются изначально. Пиратские мушкетоны, обычные колесцовые пистолеты, пистолеты испанских офицеров, пистолеты со съемным дулом. Доступны со второй части в магазине. Золотые кремниевые пистолеты. За 15 морских контрактов. Это лучшие пистолеты в игре. Пистолеты капитана Моргана. Нужно ограбить склад Черного острова. Пистолеты капитана Дрейка. Сундук на острове Сакрифисиос. Кремниевые пистолеты капитана. Даются за испытание сообщества. 10 место под пистолет свободно. Видимо, это, как и в третьей части, недоделка. 2 свободных слота, потому что одни пистолеты в руках. Вот так должна выглядеть оружейная Эдварда, если у вас есть весь контент. Если нет, то не будет 2 предметов наверху. Это тесаки и личные клинки Кенуэя.
Одежда. Всего 26. Одежда не влияет на 100%, но если хотите собрать все, то вот они. Наряд Эдварда Кенуэя. Изначально по сюжету. Бурый плащ. Плащ пирата. Алый плащ. Костюм приватира. Костюм капитана пиратов. Костюм торговца и костюм политика доступны в магазине. Костюм авантюриста за испытание сообщества. Костюм губернатора за обнаружение первого общего сетевого сундука. Костюм офицера за задание флота Кенуэя и отличная репутация 1 в Средиземноморье. Броня тамплиера за сбор 5 ключей в охоте тамплиера. Имея 5 ключей, Эдвард открывает замки в своем доме и получает данный костюм. Наряд лазутчика за 15 контрактов на убийство. Костюм Майя. После сбора 16 стел вам надо прийти в Тулум и открыть дверь Майя. Рейдинг от капитана Моргана в сундуке на Черном острове. Наряд Стида Боннета в сундуке на острове Тайны. Наряд капитана Дрейка в сундуке на острове Сакрифисиос. Костюм Эдварда Легенды, вьюплей за 20 юнитов. Наряд охотника, наряд из шкуры кошки и наряд охотника на акул изготавливаются в ремесле. Наряд китобоя, тоже в ремеслах, но нужна лицензия, для того, чтобы найти 3 белых общих сетевых китов. Плащ Хейтема Кенуэя, цифровой ключ с фигуркой Кенуэя, берется из сундука в сокровищнице. Одежда Альтаира Ибн Лаахада за сейф из первой части. Одежда Эцио Аудитора за сейф из второй части, либо из Братства. Точно не уверен, так как у меня есть все версии, проверить не могу. Наряд Конора за сейф третьей части. Если у вас не открываются 3 последних наряда, попробуйте зайти в игры и поиграть 10 минут, потом выйти. Если даже это не поможет, то скорее всего вы меняли ник Uplay. Для получения данных нарядов нужен Legacy Name, то есть самое первое зарегистрированное имя, так как старые игры не поддерживают переименование. Если вы его не помните, вы можете посмотреть его в сетевых режимах Братства, Откровений или даже третьей части. То, каким ником вы там обозначены, и есть ваше первое имя. Как только вы переименуетесь обратно, вы получите костюмы. Менять ник можно раз в 30 дней. Но если через 30 дней вы снова вернете свое новое имя, костюмы могут пропасть. Далее поясню почему и где. Я ждал 30 дней, чтобы переименоваться и думал, что исправится один баг, о котором я расскажу далее. Все, что я показал, можно увидеть на лицензионной версии игры. Так что если у вас, как и у меня, не открытое оружие за испытание сообществ, а без них не собрать 100%, можете даже не писать в поддержку Ubisoft, вам не помогут. Я нашел 2 способа, как это исправить. Оба способа рассказываю чисто в образовательных целях. Сам никогда ими не пользовался, и вы делаете это на свой страх, и на самом деле никакой риск, так как на игру всем давно пофиг, и в мульте бегает полно читеров со взломанным уровнем. А также сейвы не синхронизируются с облаком Uplay. Но все, что я лично говорю далее, я не делал на своем аккаунте и вообще выдумал все это. Так вот, дело в том, что вещи сообществ вшиты в сейв-файл. Они, в отличие от предметов за фигурки из сайта Initiatus, не привязаны к онлайн-проверке. Первый способ, который я узнал, это найти пиратский сейф с уже открытыми предметами. Если кому надо, ссылку оставлю в описании. И, воспользовавшись конвертером сейвов, да, кто-то делал такие программы, перенести свой сейф на лицензию с пиратки. Также этот способ подойдет тем, кто хочет просто с пиратки перейти на лицензию. Минусы способа. Имя на сейве будет не ваше. Также у вас должна быть игра с ключом. Без него сейф перенести нельзя. И
ибо в сейф вшит ключ, а у более новых игр без ключа имя пользователя. Многие игры Ubisoft сейчас продает без ключа, привязывая ее просто к аккаунту. Так было и в моем случае. Русскую версию Black Flag я получил бесплатно во время раздачи, и у нее нет ключа. Сейчас эту версию купить нельзя. Зато версия Deluxe на английском, которую я покупал для доп-контента. Кстати, надо сказать, что на RU-версии доп-контент тоже начинает работать, так как он привязан к аккаунту. Так вот, версия английская имела ключ, и легко можно конвертировать сейф, в котором уже были разблокированы оружия. Второй способ более доступный. Нашел я их одновременно, но второй был на английском и сразу в нем разбираться я не стал. Поэтому на первом способе потратил еще кучу времени и прошел игру на 100%. И все же был не удовлетворен тем, что ник на сейве не мой, а программ, переименовывающих сейвы, я не нашел. Второй способ — просто активировать скрипт в игре, и контент в вашем сейве активируется. Действует он таким образом, как программы типа ArtMoney, в которых можно менять деньги и так далее. Только тут уже есть готовые таблицы, которые меняют параметры в игре. Спасибо за этот способ неравнодушным англоязычным игрокам, которые умеют программировать. Программа называется Cheat Engine и сама по себе подходит для изменения процесса в любой программе, запущенной на вашем компе. Ссылку на программу оставлю в описании, а также на 3 таблицы для нее. В самой программе вам нужно выбрать процесс игры, в самой игре нажать Escape, чтобы она поставилась на паузу, далее подгрузить таблицу и проставить там крестики на то, что вам надо. После этого у вас появятся все предметы и можно смело выходить из игры, они не пропадут. Вторая таблица откроет вам вообще весь контент, даже тот, что идет за фигурки, но открывать его надо уже не в самой игре, а на экране выбора вашей записи, так как игра проверяет такой контент один раз при запуске. Зайдя в игру, у вас будет весь контент, включая клинки Эдварда, тесаки и паруса, а также дополнительные костюмы прошлых игр. Но после выхода из игры они пропадут. Даже если вы оденете клинки Эдварда или поставите на корабль паруса редкого контента, а потом выйдете, при заходе у вас будут другие паруса. Но я не советую вам так делать, если заботитесь о безопасности своей учетной записи. Поэтому посмотрели, поюзали, поплавали, но перед выходом из игры оставьте то, что было доступно. Контент сообществ же можно использовать, ничего страшного не будет. Третья таблица открывает еще и Шанти Амстердам, но работает лично у меня только на мультиверсии. В итоге в новой игре вы даже можете сами залутать сундуки в сокровищнице и выкопать клад с клинками. Ссылки на все оставлю в описании. Я против таких методов, но раз Ubisoft не дает возможности пройти игру на 100% и тупо забил на своих фанатов, то выкладываю данные способы исключительно в ознакомительных целях. Ремесла. Тут все очень просто. Во время странствия соберете все, что нужно. Белого ягуара можно найти на Большом Минагуа в джунглях, когда будете собирать сундуки и фрагменты анимуса. Также его можно найти в задании охота на тамплиеров Опия. Главное снять с него шкуру после кат-сцен. Красного ревуна можно найти на острове Провиденция. Также вам нужна лицензия, чтобы найти 3 белых китов и сделать наряд китобоя. Ну а еще все шкуры можно купить задорого у продавца оружия. Испытания Абстерни. По мере прохождения игры вы сделаете примерно 85% испытаний. Но расскажу лишь про те, что могут вызвать вопрос. Разбейте 5 кораблей, помеченных ранее. Пометить корабль можно, смотря на него через подзорную трубу и нажав кнопочку V. Выдержите 10 нападений акул. Засчитываются только те нападения, где вам надо бороться за жизнь нажатием клавиш. Убейте 5 врагов, пораженных дымовой бомбой за 5 секунд. Делать это лучше в принципе, потому что там есть патрули обычных солдат по 5 человек. На данном видео вы можете увидеть, как это сделать. Убейте по одному врагу из каждого оружия. Всего их 9, но бывает и срабатывает на 8. Это кулаки, скрытые клинки, мечи, пистолеты, дротики, шамбиал, кинжал, который отбирается у ловких врагов, длинный стрелковый мушкет и тяжелое оружие, отнятое у громил. Обезоружьте 3 ловких стражников и убейте их же оружием. С кулаками жмем контратаку, потом жмем пробел и с помощью кнопки F кидаем кинжал. Стандартная атака не работает. Погладьте 5 собак. Не обязательно искать разных собак, можно погладить одну 5 раз. Выиграете каждую мини-игру по одному разу. Шашки выиграть просто, а мельница и фанарола способ такой же, как и в видео про 100% для 3 части. Кто не смотрел, ищите на канале. Отберите 100 тысяч реалов. Перевод кривой. Нужно, чтобы у вас на руках было 100 тысяч реалов. Чтобы открыть все читы и эмблемы сетевой игры, вам нужно пройти 100 испытаний, но на самом деле их больше. База данных. Тут мне пришлось поломать голову. И хорошо так поискать информацию, потому что я прошел все, а у меня было 98% в базе данных. Я долго думал и искал, что же я пропустил. Стал искать в инете инфу. Но даже если что-то находил, то при сравнении все то, что было в базах данных, было и у меня. На Fandom Wiki есть почти вся база данных, кроме кораблей. Так что самая полная база данных сейчас будет у меня. Чтобы получить 98%, вам нужно Шанти 34 записи, 35 вместе с Шанти с сайта Initiates, но она не влияет на 100%. Документы 40 записей, 20 рукописей, 20 переписок. Люди 37 записей.
География. 18 записей. Достопримечательности. 19 записей. 10 Гавана, 7 Кингстон, 2 Нассау. Корабли. 16 записей. Среди них все корабли сюжета плюс 4 легендарных. Изображение. 50 записей. Часть покупается, все остальное получается с флота Кенуэ. Животный мир. 23 записи. И тут у вас появится закономерный вопрос, но если это полная база, то почему 98%? И я нашел ответ. Все дело в том, что если вы обладатель делюкс издания и у вас есть Авелина, то в ней есть своя база данных с 3 записями. Вот они и составляют 2%. Но разрабы, видимо, забили на это и не исправили. Поэтому я видел такую проблему у многих на форуме. Исправляется она так. Проходите Авелину и просто удаляете из папки с игрой папку DLC 1. Перезаходите в игру и вуаля, у вас 100% в базе данных. Итак, что же еще можно поделать на просторах игры? Остров Кенуэ. Кроме сбора всего оружия и пистолетов, Кенуэ может улучшить свой остров, построив на нем магазин верфи, магазин оружия, таверну, дом куртизанок, который позволит нанимать их бесплатно вне острова, и шатер на пляже для найма пьяниц тоже бесплатно. Также он может облагородить свое жилище, улучшив фасад дома, обустроив сады забором и поместив беседку на крыше. Завершающей будет постройка гостевого домика. Также, если вы соберете всю базу данных, у вас везде будут висеть картины и библиотека будет забита статуэтками, а также будут корабли на столах. Также, если вы спуститесь в сокровищницу, вы увидите скопленное им богатство. Флот Кенуэ. Флот Кенуэ — это отдельно от игры онлайн-приложение. Это важно понимать, для того, чтобы не попасть в неприятные ситуации. Такие, как если у вас 2 слота игры на одной учетке, то флот будет у них общий. И награды забирает только та игра, в которой вы ее получаете. Поэтому будьте бдительны, иначе вам придется ждать отката задания и повторять их. Пополнять флот кораблями можно из основной игры. Захватывая корабли в свой флот, вы можете добавлять их себе либо продать за валюту бриллиант. На эту валюту вы можете открывать новые доки для кораблей, а также чинить свои корабли. Захватывать лучше корабли самого высокого уровня, так как у них параметры лучше. Это можно понять, захватив 2 одинаковых по классу корабля разного уровня. Лучшие корабли из последнего класса вы можете отнимать у охотников на пиратов, когда у вас будет 4 уровень известности. Ресурсы для заданий брать нужно, очищая морские пути от кораблей. В награду за очищение пути вы получите ресурсы и немного бриллиантов. Также по очищенному пути выше процент выполнения задания. Если корабль не попадет в выигрышный процент, миссия будет провалена, а корабль потерян. Проходя задания во флоте, вы открываете новые задания. Чтобы получить все и пройти испытания, нужно выполнить каждое задание во флоте по одному разу на одной игре. Новые задания отмечаются знаком восклицания. Время, нужное на задание, идет в офлайн режиме. Вам не надо быть в игре. Друзья, которые играют в эту игру, как и вы, могут помочь вам сделать задание быстрее, а вы можете помочь им. Сетевые события. В игре существуют сетевые события, они отмечаются сине-голубым знаком. Такие события, когда вы их найдете, делятся с вашими друзьями, а когда они находят их, те появляются у вас. Если же у вас нету друзей, придется искать их самому. Всего 3 события. Это белый кит, королевский эскорт и сундуки. Часто игроки открывают все это по мере прохождения игры, если они внимательны. Но мне повезло меньше. Когда я собирал сундуки по островам, я не глядел по сторонам. Первый сундук я нашел в городе, а вот второй только случайно заметил, когда собирал на безымянных островах сундуки и фрагменты анимуса. А вот третий уже пришлось вручную после прохождения игры бегать и искать, так как за них сдается оружие. Благо мне повезло, и мои поиски длились не очень долго. В итоге 2 из 3 сундуков у меня были на безымянных островах. Для тех, кто попал в такую ситуацию, прикладываю карту с тем, где они могут появляться. И работает это так, что если вы не нашли в каком-то месте сундук, то его там и не будет. То есть вам надо внимательно осматривать острова и места в городах. Также можно на 100% пройти DLC Крик Свободы. Для этого надо пройти 9 заданий на 100% синхронизации, полностью улучшить корабль эксперта Кредо, полностью улучшить Адевали, закрасить все локации в золотой цвет, но это нигде не учитывается. Дальнобойный мушкетон находится здесь. Грубое железное мачете можно найти на базе марунов. Мачете Майя можно найти здесь.
Улучшение для сумок номер 2 я нашел только одно, вот тут у Моби Дика. Остальные я получил после прохождения кампании. Посмотреть прохождение можно на канале. Также самые внимательные зрители моего канала, те, кто досмотрел прохождение до конца, смогли узнать историю того, где же затонул корабль Эдварда Галка. Именно там Адевали добывает ее носовую фигуру. Настоящее время. Взломать 33 компьютера. Собрать 20 заметок манифеста первой воли, собрав всю базу данных. Видео есть на канале. Также на пиратской версии я нашел вот такую запись в журнале. Здесь речь идет о, видимо, той статуэтке, что уже стоит у анимуса. Посмотрите записать видео с камер наблюдения. Также за вашим рабочим местом есть полки со статуэтками, которые пополняются по мере прохождения игры. Закончив игру полностью, вы с удивлением обнаружите, что вам не хватает 5 статуэток. Все нормально. Остальные статуэтки надо добывать в сетевой игре. Для этого вам надо отыграть по 20 любых открытых игр режима состязания каждым из 5 персонажей. 4 из них видны тут. Это бунтарка, наемник, черная госпожа, дуэлянт, а 5-й это Данди. Мне пришлось отыграть более 100 игр по 10 минут, чтобы показать вам все фигурки. Мне повезло, что у меня 2 версии игры, так как RU-версия у меня в мультиплеере почему-то не синхронизировалась. То есть, я заходил в игру, и там вещи, которые я уже осмотрел, снова горели значком, а также не отображался герб. Все настройки сбрасывались, как будто я каждый раз заходил в игру впервые. Изначально я думал, что это связано с тем, что я поменял ник. Я сыграл 100 игр, но фигурки так и не появились на полках. Из-за этого бага. Каждый раз, когда я захожу в мультиплеер, у меня он в одном и том же виде. Определенный набор предметов и титулов каждый раз подсвечивается, как будто я их только что получил. Предметы и иконки, которые должны были даться за сингл-игру, не были активны, а в самой сингл-игре не отображался мой уровень и ник. То есть игра зависла на каком-то определенном моменте, когда сломалась синхронизация. При этом я думал, что проблема в файлах игры или локализации. Я менял папку RU и мультиверсии местами и запускал на английском, но все дело оказалось в самой версии игры. Тогда я зашел в мультиверсию, и там все было нормально. Актуально виден ник и фигурки появились на месте. После этого в RU-версии появились иконки из сингла, но баг остался прежним и больше ничего не поменялось. Таким образом я выяснил, что RU-версию когда-то поломали сами Ubisoft. И если ты когда-то менял ник, у тебя будут баги. Получилось, что английская версия привязана к Legacy Name, хотя она покупалась позже уже на новом нике, а RU к измененному нику. То есть когда-то прошли какие-то программные изменения на сервере, мультиверсию исправили и перевели на новые рельсы, а на RU просто забили. Поэтому на всякий случай, если у вас RU-версия и все нормально работает, сначала получите все фигурки, а потом уже меняйте ник для костюмов. Возможно, у вас не будет такого бага. В Uplayer версия идет под номером 441, а мультиверсия без RU языка под номером 273. Даже если вы вернете ник, который до этого сменили, баги останутся. В итоге, чтобы у вас не было проблем, устанавливайте мультиверсию и русифицируйте ее. Сравнив две папки игры, я понял, что за это отвечают папки или файлы с названием RU. Просто переносим их на то же место в папку мультиверсии, а также файл localization.lang, который можно взять даже из третьей части игры, закинуть в папку с четвертой, и все будет работать так, как они идентичны. После этого в самой игре в настройках надо выставить русский язык. Также в мультиверсии все вещи и карты с флота уже были получены в начале игры, а также остались костюмы старых частей, хотя в RU-версии они пропали. Также отображался старый ник в меню сингл игры, хотя в самой мульте ник уже был новый снова. Ранее я говорил, что награды флота надо получать в той игре, которую играешь. Это тоже баг синхронизации RU-версии. В новой игре уже были получены все статуэтки, сразу были 3 карты сокровищ и все вещи с флота. Единственный минус — пришлось пройти игру в третий раз с самого начала, чтобы получить нормальный сейв и неглючный мультиплеер. Учитывая, что четвертая часть не поддерживает облачное хранение, то есть ваши сейвы не сохраняются в Uplay, а остаются только у вас на компе. Даже если перед запуском вы видите, что идет синхронизация, знайте, что это не так. Перепроходить пришлось, потому что сейв от RU-версии не подходит на мульти, ибо где-то в сейв-файле зашифрована версия игры. И способа, как перекинуть сейф, я не нашел. Можно было это сделать через конвертер, но, как я уже говорил ранее, у моей версии не было ключа. Достижения. Как обычно, в игре есть куча достижений. Скажу лишь про те, что могут вызвать вопрос. Похмелье. Чтобы выполнить данное достижение, надо быстро залпом выпить 5 раз в таверне, где есть стога сена. Лично я делал это на острове. Также выполните одно из испытаний. Пушечное мясо. Нанять 500 человек экипажа. В счет идут как нанятые в тавернах, так и подобранные с моря и при абордаже. Даже если у вас полный экипаж. Отслеживать прогресс можно в базе данных в статистике пират. Гимнаст. При абордаже надо убить 5 раз сразу с веревки до приземления. В одной из миссий кампании для 100% это нужно, можете посмотреть, как это делать. Зов сирен можно сделать прямо в третьей последовательности, где Эдвард освобождает пиратов и ищет команду себе на корабль. Просто подходите с куртизанками к страже, и пока они болтают, освобождаете пиратов. Далее идут достижения Крика Свободы, которые вы сделаете, если пройдете игру на 100%. Остаются сетевые достижения, благо сейчас вы можете их сделать, так как онлайн хоть и небольшой, но есть. Но даже если никого нету, уровни можно поднимать в частной игре Волчьей стаи, и там же сделать испытания
задании почти все достижения. Как видите, я сделал почти все. Интересности. Если собрать все разбросанные бутылки, то вы сможете узнать историю еще одного мудреца, который умер уже при Бартоломью Робертсе. Если прийти на Инагуа к потонувшему кораблю, вы увидите обсуждающих что-то пиратов, а позже и копающих землю и ищущих что-то. В усадьбе Эдварда в конце игры можно активировать ассасинку. Она побежит куда-то. Если проследовать за ней, то будет видно, что она пропадает где-то в джунглях. Также у Эдварда в спальне есть женщины, и если нажать на одну из них, будет... Ну вы поняли. В локации обломки затонувшего Антача можно обнаружить интересную сценку. Подплывая к корме корабля, можно заметить щупальца. А далее, если смотреть в окно, то вы увидите, чьи щупальца это были. В форте бухта Гуарика можно услышать голоса узников в колодце. Люди! Решили просто нас оставить, так? Отпустите нас. Также в реальном времени можно увидеть, что за Дезмондом наблюдали с помощью системы игры Watch Dogs CTOS. Таким образом, две игры одного издателя связаны одним миром. На прохождение всего этого я потратил 42 часа чистого игрового времени и могу на 100% утверждать, что прошел игру на все 100. Напишите в комментариях, сколько времени это заняло у вас и с какими трудностями столкнулись вы. А на этом все. С вами был Лазарус. До новых встреч.